Приветствую! Это шоу Красного Циника. Мы ищем чушь и ахинею там, где они есть, и там, где, по общему мнению, их быть не может. Поскольку в прошлых обзорах мы разжевали тему чужих и хищников чуть ли не до пищевых волокон, Да ты урод. обойдемся без лишних предисловий. АВП окупился, а потому выход продолжения был закономерен. Однако тех, кто ожидал, что новая картина окажется лучше предшественницы, ждало грубое разочарование. Чего там говорить, после первой же секунды хочется завопить, какого хрена здесь происходит? Ну и поскольку в дальнейшем эта фраза будет срываться с наших уст со скоростью пулемета, то ее смело можно записывать в слоганы фильма. Начинается он с концовки предыдущего. Вылупление гибрида чужого и хищника прямо на борту корабля пришельцев. Правда, было это возле Земли, но теперь пепелас уже у Сатурна. Так какого хрена именно там, а не где-нибудь возле Альдебарана? Впрочем, не похоже, чтобы корабль в гипер вообще входил, поскольку движется ровно с той же скоростью, с какой отбывал от Земли. Что это значит? Да то, что таким макаром до сюда лететь как минимум месяц, а потому звездолет уже должен просто кишмя кишеть мутантами. И уж, наверное, за это время хоть кто-нибудь дозаметил, что с трупом хищника из первой части не все в порядке. Разве не так? Видимо, нет, ибо нововылупленное чудо незамеченное пробирается на шаттл, который снова летит на Землю. Какого хрена именно туда? Какого хрена тогда от нее нужно было так далеко отлетать? Какого хрена этот шаттл полон хрупких банок с живыми, мать их раз так, лисохватами? Вы можете себе представить, чтобы кто-нибудь хранил стронций-90 в холодильнике вместе с йогуртом и сосисками? Я тоже нет. Но вот создатели этого шедевра могут. Поэтому через 5 минут в окне снова Земля, но мы же помним, что до нее рукой подать, да? А мутант очень кстати доедает хищника-таксидермиста. Зато его дружбан не разочаровывает и палит по хвостатой твари. Плазмой посреди звездолета. Вы же не забыли, что это нация гениев, да? В общем, корабль падает на планету. Вместе с банками. Так какого же хрена они возле Земли были такие нужны? Казалось бы, все, трындец ей настал, но сохранилась надежда. Ведь хищник жив и готов самоубиться. Вы же помните разрушительную мощь их кишечных газов, так? Но нет, несмотря на то, что Харригана в свое время от взрыва спасла лишь хитрая ампутация проводка, в новом фильме ничего не происходит. Даром, что детонатор включен, а хищник цел-целеханек. Ну, почти. А все почему? Да потому что чужие на Землю должны попасть любой ценой, даже тупого сценария. Поэтому знакомьтесь, американская глубинка. Папа, это там! Ну, конечно же, там, километрах в 15, через горы, буреломы и леса, рукой подать. Поэтому спустя полминуты ничуть не уставшие отец и сын уже у корабля. Но и в то время, как чужие справляют новоселье, Пап, на планету хищников приходит СУС и подрывается всего один. У остальных, наверное, праздник. Первомай там, шашлыки, на смене только дежурный, вот поэтому ему одному все и приходится разгребать. Ну да, видите, как он недоволен. Точно праздник. Пока же хищник летит, пару дней, не больше, мы переносимся в сонный американский городок для знакомства с главными героями. Точнее, как обычно, кормом и трофеями для алиенов.
Увы, несмотря на все старания режиссера, его потуги наделить персонажей жизнью ни к чему не приводят. Поскольку тех много, а эпизоды с ними слишком краткие и бессистемные, глубина проработки героев примерно сравнима разве что с пересохшей лужей. Да блин, даже имена их забываются через секунду. Поэтому встречайте, вернувшийся на малую родину бывший зэк, его брат, тормознутый идиот, сиськи, которые изо всех сил идиота хотят, солдатка, ну и шериф Латинос. Ты раскаиваешься? Нет. А о чем он конкретно должен был жалеть, нам, разумеется, не скажут. Именно поэтому сей диалог сюда был и введен, ну, чтобы заставить зрителя сопереживать. Уркагану, который даже за свои преступления не раскаивается. Короче, зэк бухает да жрет, идиот тупит, сиськи прутся от его задротства, солдатка пытается наладить отношения с дочерью, а шериф способен лишь уныло вздыхать. Скажу, когда придумаю. В общем, никакого сочувствия земляне не вызывают. Особенно вот эти. Давай! Это же не сюр, когда богатые студенты ни с того ни с сего лупят гопника. Видитесь с братом? Честно говоря, слишком часто. А не наоборот. Тут же выясняется страшное. Господи! Может, они ранены? Или едут сейчас домой? Ну, конечно же, едут. А вот сейчас укатившуюся руку найдут и точно поедут. Неужели в городе, где есть атомная станция и крупная больница, не в состоянии были определить, кому найденная часть тела принадлежит? Лично мы будем искать дальше. Шериф талант. Не настоять на своем не может, ни поиски толком организовать. Ну, чтобы люди шли цепью, а не тупой толпой, как бараны. Давай всех сюда! Чужие тем временем постепенно захватывают новые тушки, не брезгуя жрать даже бомжей. Хэри! Ага, у нее такая рожа, будто она не за друзей своих переживает, а за то, что ей того же не налили. Хэри, оставь и мне тоже! Дело оживляется лишь после того, как прибывает дежурный хищник, трезвый и озлобленный. Супер-профи начинает свое расследование, снимая маску в помещении, где все еще могут оставаться лицехваты. Да-да, карты памяти и порты для подключения хищники, конечно, не изобрели, а потому киношки друг у друга можно посмотреть только телевизорами поменявшись. Короче, разжившись ништяками, которые почему-то прихватить со своей планеты было нельзя, хищник подрывает упавший корабль. Ага, сейчас. Вместо этого нас ждет убогий пшик. Но просто потому, что это, видимо, не бред. Далее хищник начинает заниматься сокрытием улик. Впрочем, чужие могут и подождать, а вот новый трофей никогда. Вы не ошиблись. Суперпрофи такой суперпрофессиональный, что прошляпил помощника шерифа, ломящегося сквозь чащу, словно бухой медведь. Но вообще, какого все-таки хрена ты сюда заявился? Людей от чужих спасать? Тогда зачем это? Улики заметать? Тогда зачем это? Кстати, знаете, что делает шериф после? Да идет плакаться к зэку. У того же вообще без изменений. Как и у солдатки. Ну а сиськи наконец-то ломают мозговую блокаду идиота, и тот их даже целует. Короче, еще немного такой унылости, и чужим впору поощрительных пенделей прописывать, чтобы они побыстрее избавили нас от необходимости смотреть на скучную жизнь скучных людей в скучной глубинке. Зато у хищника сплошное веселье. Уничтожение улик, бой в самом интересном месте всех времен и народов, канализации, и, наконец, пальба на территории атомной электростанции. С заранее предсказуемым результатом.
Правильно, отомсти людишкам за дежурство в праздник. Что, ты не мстил? А выглядит именно так. Кстати, вы не заметили, что он настоящий Атич? Там, где в прошлом фильме группа ПТУшников огребала и получала, а самый крутой из них лишь с трудом превозмогал. Да и то. А Атич выпиливает чужих пачками, даже голыми руками. Даром, что слепой и на оба уха глухой. Впрочем, без электричества жизнь в городе заметно оживляется. Компашка приятелей-идиота даже перестают топить его в бассейне. Весь свет из лампочки — это святое, да. Ну а дальше набегают чужие и утаскивают второстепенных героев. Черный, естественно, умирает первым. Что шериф? Да по-прежнему лошадь. Если бы не зэк. Надо бы вызвать подмогу. Надо уезжать. Наверное, так бы и стоял столбом в раздевалке бассейна. В общем, чужие массово идут фармиться, людишки также массово впадают в панику, а хищник наконец-то замечает, что в нем дыра, и она вроде как мешает. А может, он просто дерево искал? Видно, на земле себя подлатать ему было никак нельзя, Вера запрещает. Ну и ругаться, скорее всего, тоже. Тем временем шериф продолжает лошадь. Хотя о чем можно говорить, если сначала... Сообщение о взрыве газовой канализации под 16-й улицей, прием. Затем... Взрыв на электростанции. И, в конце концов... За нами что-то гналось. Но связать все это дело воедино, заподозрив хотя бы теракт, он, само собой, был не в состоянии. Вызовите на подмогу национальную гвардию из Колорадо-Спрингс. Нет, не из-за атаки, а всего лишь потому, что... Огонь распространился по всей электростанции. Нужно срочно эвакуировать весь город. Гений! Наша же компашка усилиями зэка разживается оружием. Это ничего, что опыт стрельбы есть только у лоховатого шерифа. Главное найти повод подольше оставаться в городе, из которого все типа бегут. Конечно же, по одной единственной дороге, где тут же образовывается пробка. Нужно срочно эвакуировать весь город. Тут, откуда ни возьмись, прикатывает национальная гвардия. Пошли! Сообщите о ситуации. Кажется, вот он, тот самый момент, когда дничная картина наконец-то заиграет яркими красками. Ведь один из сильнейших фильмов данных франшиз как раз и был посвящен схваткам чужих и военных. Сейчас! В это сложно поверить, но местные вояки оказываются еще более беспомощными, чем типа ученые из предыдущей части. Да ё-моё, их сжирают даже быстрее бомжи из канализации. Впрочем, чего тут удивляться, это ж национальная гвардия. Идиоты. Ну а гибрид под шумок наведывается в роддом человеков. Зачем? Ну, авторов кинца озарила гениальная идея. Одна личинка, да еще в желудке, это же не круто. То ли дело питательная среда животов роженец. Так аж целую тройню можно замутить. Как туда попасть? Ну, разумеется, только через рот. Кто же здесь тупее, Предалин или сценаристы, вы уж как-нибудь сами решите. Впрочем, хищник тоже словил вирус идиотии и зачем-то снова занялся подвешиванием людей. Какого хрена? Тебе нормального зверья вокруг мало? Сзади! Это ловушка! На чужих? В оружейном магазине? У них пороховой фетиш, что ли? Людишки же снова куда-то бегут и натыкаются на остатки колонны национальной гвардии. Может, здесь есть оружие и снаряжение? Ты точно военная? Да вы только что в оружейном магазине были. Даже наш нерешительный торчок вооружился, пока ты ерундой маялась.
Зато обнаруживается рация, и некий типа полковник обещает, что всех людей заберут. Но только из самого эпицентра распространения заразы, и ниоткуда больше. Вот еще чуть-чуть и точно прилетят. Главное, будьте там. Подвох чует только солдатка, но ее карты бьют козырями. Это какая-то чушь. Правительство народ не обманывает. Блин, сожрите уже кто-нибудь эту дуру, а? Тут случайно мимо едут охотники, и наши герои разделяются. Фанаты демократии шлёндрают в центр города, а те, у кого есть мозги, к больнице, где может быть вертолет. Хоть бы мы все ошибались. У тебя с головой все в порядке? Если ошибся ты, никакого воздушного моста не будет. Если ошиблись Зэк с солдаткой, не будет вертолета на крыше. Угадай, что вас всех ждет в таком случае, а? Но вот уже больница. Какого хрена? Какого хрена все заляпано инопланетной гадостью? Если в чужом и чужих это буквально говно мамонта хотя бы можно объяснить, то как здесь за полчаса алиены успели забабахать евроремонт? Кстати, о них. Нет! Сиськи, спятившей овцой, тут же бросаются бежать, куда глядят, глаза, их, разумеется, выпучив. А остальные вынуждены нестись за ней, но недолго. Ох, как сейчас Игру престолов напомнила. Что это за ужастик такой, где даже сиськи не показывают? Короче, тупорылый идиот, которому так и не обломилось, превращается в берсерка и с воплями бежит на хищника, паля из автомата. Ну, конечно же, предаторский мегапрофи лошадь на месте, пока его не сваливает в шахту лифта очередной чужой. Что наш герой? Молодчина, ты бы его еще в шахту кинул, а потом и сам следом прыгнул вниз головой. Вдруг откуда ни возьмись нарисовывается гибрид и протыкает идиота насквозь, ну не насквозь, ибо потом выясняется, что с тем все в полном порядке. Подумаешь, рука болит, с кем не бывает. Обнаружив, что на автоматный огонь у него аллергия, Предальен куда-то убегает, и Уркаган тут же подбирает хищнический плазмомет, который специально устроен так, чтобы тупые людишки тоже могли пострелять. Плевать, что курка нет и иероглифы какие-то странные бегают. Зэк ведь умеет взламывать замки, значит и тут разберется. А еще у него потрясающий перк. Полная неуязвимость к кислоте чужих. Утритесь все части всех франшиз. Тут же мы понимаем, что оборонке США срочно необходимы реформы, ибо выясняется, что 3 года отсидки вполне заменяют все годы армейки. Там, где Национальная гвардия слилась за 2 секунды, Зэк с зайцем уворачивается от чужих и валит их пачками. В общем, не тех чуваков вы в солдаты берете, ой, не тех. Он сможет! Ну, конечно, сможет. Зэк остался, чтобы вам дать убежать. Я попробую прикрыть! А потому его, конечно, нужно ждать. Короче, вертолетик улетает, а хищник с гибридом остаются типа сражаться. Типа, потому что постановка боя еще более медленная, убогая и отстойная, чем весь остальной сценарий вместе взятый. В это время самые тупые человеки, в том числе и шериф, все еще ждут в центре города эвакуации, отбиваясь от полчищ чужих. И что характерно, такие ее дожидаются. Вот она, получите, распишитесь. Хорошее стадо, правильные барашки. Ядерный взрыв зачищает городок и округу в ноль, но наши вертолетные кадры почему-то живы. И плевать, что их, по идее, должно было в лепешку размазать. Мы ведь к такому уже давно привыкли, да? Вот
Вот это полет! Ну а тут появляется и доблестная американская армия. Герои радуются спасению как ненормальные. Им невдомек, что после такого их уже никто и никогда не отпустит. Добро пожаловать в Гуантанамо. Заканчивается же все тем, как чиновник, ухлопавший целый городок, передает государственные секреты главе частной иностранной шарашки. Да, госпожа Ютани. Ибо это, ну просто охрененно логично. Это, без сомнения, самый неудачный фильм в составе 3 франшиз. Провалено все, что можно и что не можно. К героям нет никакого сочувствия или сопереживания. Не исправляет ситуацию и сама картинка, намеренно настроенная так, чтобы в ней даже яркий день выглядел как поздние сумерки. Чего уж заикаться о ночи, которой посвящено 2/3 ленты. Сценарий с неожиданной напастью, обрушившийся на сонное американское захолустье, затерт до дыр. Мы это уже видели в десятках фильмов, начиная с «Дрожи земли», заканчивая «Обителью зла». Все остальное – невнятный набор сценок, объединенных одними героями. Ситуацию мог бы спасти экшен, но и он слит по самое не могу. О чем можно говорить, если даже финальная схватка 2 монстрюков здесь скучна и уныла? На какую-то типа оригинальность претендует лишь пистолет да гибрид 2 инопланетных рас, появление которого тоже, кстати, вызывает большие вопросы. Look into my eyes and tell me you want me. Но и первое, и второе дебютировало в играх за 8 лет до Реквиема, так что и в этом оригинальность нулевая. Это все на сегодня. С вами был Красный Циник. Смотрите хорошие фильмы. Ну и о книгах не забывайте.